Для этого очень вкусного витаминного салата я беру половину небольшой капусты. 250 граммов. Капусту нарезаю тонкой стружкой. Капуста у меня уже не молодая и довольно жесткая, поэтому ее нужно обмять. Но прежде чем это сделать, для большего эффекта, чтобы она была мягче и сочнее, я ее сперва посолю, добавляю примерно 1/3 чайной ложки соли. И также для баланса вкуса добавлю немного сахара, примерно 1/3 чайной ложки. Если вы сахар не употребляете по каким-то причинам, то просто его не добавляйте. Чем жестче капуста, тем лучше ее нужно обмять. Дальше я возьму одно кисло-сладкое яблоко и натру его на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. По опыту знаю, что в комментариях мне обязательно напишут, почему я не очищаю яблоко. Поэтому я сразу отвечу, мне так больше нравится. Красивее, вкуснее и полезнее. Чтобы яблоко осталось красивым, не потемнело, не утратило свой цвет, я добавляю к нему 1 столовую ложку натурального, полезного, как и весь салат, яблочного уксуса. Кстати, вместо яблочного уксуса можно использовать лимонный сок, ну или другой уксус по вашему вкусу. А как по моему вкусу, то сюда подходит идеально именно яблочный уксус. И теперь еще больше витаминов. Одну нежную красную луковицу я нарезаю тонкими полукольцами. Вместо красного лука можно использовать зеленый лук. И высыпаем лук в салат. И, конечно, обязательно добавляю сюда зелень. Это может быть укроп или петрушка. У меня сегодня петрушка, и я нарезаю ее как можно мельче. Какой потрясающий аппетитный аромат у этих ингредиентов. Ну и теперь заправка. Простая, полезная и немного необычная. Для заправки беру 2 столовых ложки растительного масла. Берите любое, какое вы любите, желательно не рафинированное и ароматное. Добавляю к нему щепотку черного молотого перца. Салат будет пикантным и ярким. Я пропущу через пресс 1 зубчик полезнейшего чеснока. Все знают, что с наступлением холодов чеснок – это просто обязательный продукт. И также кладу в заправку пол чайной ложки умеренно острой горчицы. Заправка получается очень вкусно. Если вы любите остренькое, то я уверена, она вам понравится. И вы можете с успехом добавлять ее и в другие салаты. Вот и все. Салат очень быстрый, готовится за 5 минут. Здесь ничего не нужно отваривать заранее. Ингредиенты в нем достаточно бюджетные, но его можно готовить каждый день, подавать и к обеду, и к ужину. Готовьте на здоровье эту пикантную вкуснятину себе и близким. При этом не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Если рецепт понравился, ставьте лайк под видео. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом салате. Я желаю вам приятного аппетита в душевной компании, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы, как всегда, увидимся с вами в следующем вкусном видео.